Это мой полный переносной комплект для съемки видео с говорящей головой. Он стоил мне более 230 тысяч рублей. И все ради того, чтобы снимать видео такого уровня и такого качества. Я собрал его так, чтобы все помещалось в один рюкзак. И этого мне хватает, чтобы спокойно снять ролик вне дома. Мне было важно, чтобы этот комплект легко упаковывался, не был слишком тяжелым и при этом все нужное всегда было под рукой. И если возникает необходимость поснимать на работе, я быстро собираю рюкзак и еду в офис. Я передвигаюсь по городу и на метро, и мне важно, чтобы это не выглядело громоздко и не привлекало никакого лишнего внимания. Никаких кейсов, сумок, коробок, просто компактный рюкзак, в котором все лежит на своих местах. Так что этот комплект – реально удобное решение для съемок вне вашей домашней студии. И если вам интересно, что именно лежит внутри, как все это работает на деле и почему я выбрал именно такой набор, давайте поговорим об этом. Когда я выезжаю с планом на съемку, мне важно, чтобы все происходило быстро. Я перфекционист и не люблю тратить время на раскладывание сложных конструкций, долгое выставление света, сложную настройку камеры. Я прихожу, достаю рюкзак, открываю, и за пару минут уже все готово. Камера ставится на штатив, микрофон цепляется на футболку. Выставляю свет, проверяю, и я уже могу начать снимать. Настройки камеры уже выставлены. Проверяю баланс белого, качество картинки. Ничего не нужно дополнительно крутить или настраивать заново. Мне важно, чтобы мой комплект не тормозил процесс, чтобы я мог снимать, когда есть идея и есть возможность, и не терял время на сборку и настройку. Что конкретно лежит в этом рюкзаке и почему я выбрал именно такие вещи, сейчас расскажу. Но перед тем, как перейти к деталям комплекта, хочу сказать небольшой дисклеймер. Такой набор все-таки подразумевает, что вы уже немного в теме и знаете, как выставить свет, настроить камеру, микрофон под свою задачу, под конкретное видео. Умеете заранее продумать съемку и написать сценарий. И, конечно, научились работать с программой монтажа, чтобы собрать такое видео. Так, чтобы его хотелось потом просто досмотреть до конца. Если какие-то из этих моментов вам интересны, напишите об этом в комментариях, и я постараюсь передать свой личный опыт в следующих видео. Конечно, сам я только в самом начале пути, но уже сейчас мне хочется поделиться своим опытом и узнать ваше мнение. Ну, давайте, наконец, к составу моего комплекта. Камеру я купил БУ, но почти новую на Авито. Это Sony ZV-E10. Вместе с ней шел китовый объектив, который я оставил про запас. Камера уже далеко не новая. Ей больше 3 лет, но она снимает кристально четкое 4К и идеально подходит для съемки говорящей головы. Сразу после покупки камеры я начал искать светосильный объектив. В итоге я взял Sigma 16 мм 1.4. Это признанное лучшее решение для такой задачи. Я купил его на Авито за 27 тысяч вместе с 2 светофильтрами, и это реально выгодное предложение. Беспроводная петличка DJI Mic Mini дает стабильный чистый звук, быстро цепляется, можно сразу писать без заморочек. Я купил максимальный набор с ресивером и 2 трансмиттерами, чтобы можно было вести не только монологи, но и устроить интервью или закадровый голос. На новый комплект Mic Mini я потратил 13 700 рублей. В качестве основного света я использую компактную 40-ваттную лампу Ulanzi 40 Watt Pro с байонетом Mini Balance. Очень удобная лампа, легкая, достаточно мощная, работает от аккумулятора и заряжается через USB-C порт, ну или отдельный порт зарядки. Она отлично справляется с текущей задачей. В комплекте идет резинка-рассеиватель, но он очень простой и мне не нравится. Я жду, когда мне доставят маленький софтбокс. Купил я этот светильник на AliExpress за 6000 рублей вместе с адаптером питания. У лампы по сути только один минус – слегка шумный вентилятор, но это и не так критично. Для контрового света я использую палку Ulanzi VL119. Она слабенькая, 7,5 Вт, но этого хватает, чтобы отделить фон и добавить объем в кадр. Особенно если снимать в светлом помещении. Палка РГБшная,
так что можно сделать контровой свет или заднее освещение более креативным. Стойки для света у Lanzi MT79, они сделаны из алюминия и по ощущениям в руке очень надежные. Они раскладываются от 40 см до целых 2 метров, легко помещаются в рюкзак и идеально подходят для света весом 700-800 граммов. Не могу сказать, что я в восторге от освещения в этом видео. Софтбокс бы, конечно, смягчил свет, а для корректировки лучше иметь что-то помощнее. Я уже заказал и жду доставку софтбокса для 40-ваттной лампы у Lanzi. Напишите, кстати, в комментариях, как вам освещение и чем бы вы заменили мой выбор света в этом бюджете. Штатив SmallRig VT20. Его я выбирал с определенной целью. Искал максимально надежный и максимально устойчивый и легкий. Он полностью алюминиевый, прочная сборка, все ощущается очень надежно. Наткнулся на него в видеоролике одного зарубежного блогера, который уже сделал тонну видео о том, как снимать говорящую голову. Купил его новым на Озон всего за примерно 5000 рублей. Важный элемент комплекта – это, конечно же, суфлер, также у Lanzi. Заказал его на AliExpress по супер скидке за 3800. Я заранее пишу сценарии, загружаю текст и спокойно читаю их с экрана. Это экономит кучу времени и помогает держать такую структуру. Кстати, как я готовлю текст для съемки – это отдельная тема. Я использую ChatGPT, и вместе мы прорабатываем сценарий до мельчайших деталей. Если интересно, могу рассказать, как это устроено. Напишите в комментариях, хотите ли об этом узнать подробнее. Дополнительно у меня есть камера DJI Osmo Pocket 3. Я использую ее для съемки дополнительного видео или би-роллов. В комплекте идет один микрофон. Но это топовый DJI Mic 2, который умеет записывать 32-битное аудио и отлично справляется с шумоподавлением. Купил самый расширенный комплект Creative Combo за 69 тысяч. Там все уже в наборе: микрофон, штатив, запасной аккумулятор, фильтр и чехол. Ну и, конечно, по мелочи: кабели, USB-C, адаптеры питания, запасной аккумулятор и так называемая пустышка для фотоаппарата, которая вставляется вместо обычной батареи и позволяет снимать долго от внешнего питания без перегрева. Все это еще примерно на 20 тысяч рублей. Все заказано новым или чуть-чуть бэушным на Озон или AliExpress. Для монтажа и работы с видео я использую свой MacBook Pro с процессором M1 Pro в конфигурации 16512. Его стоимость я не включаю в общий бюджет комплекта, потому что он у меня уже давно, больше 2 лет. Это просто невероятно крутой комп. Он очень быстрый, долго работает от батареи, компактный, с крутым экраном. И лично для меня это лучшее решение креативных задач. Конечно, это мое личное мнение. Если вы не согласны, напишите в комментариях, обсудим это. Весь комплект укладывается в рюкзак KNDev Concept, который я купил на Озон за 6800 рублей. Сначала он показался мне чуть большим, чем нужно, но когда я все упаковал, стало понятно. Все размещается плотно, удобно и компактно. Это реально работает. Признаюсь честно, это первый раз, когда я снимаю себя таким комплектом. Мне хотелось его описать, чтобы зафиксировать, с чем я начинаю. Такой, знаете, толчок, чтобы было проще двигаться дальше и снимать чаще. Как думаете, я переплатил или собрал все оптимально? Что бы вы убрали или добавили в такой комплект? Пишите в комментариях, я читаю все и на каждый отвечу. Уже сейчас я понимаю, как бы хотел использовать этот набор. Это съемка говорящей головы, как это видео, съемка новостей компании, где я работаю, демонстрация новинок, у меня отрубился свет. Просто села батарейка. Блин, мне нужно подключить адаптер питания. 1 секунду. Это просто какой-то пипец. Это просто пипец, блин. Первый видосик, первый фейл. Жопа полная. Эх, ребята, к сожалению, не удалось мне настроить картинку, как она была до отключения лампы. Возможно, это было связано с автоматическим балансом белого, потому что когда я ее включил, скорее всего, в ней включилась минимальная яркость и изменились настройки баланса белого в камере, когда я перед ней сел, и из-за этого изменилась картинка. Позже, уже дома,
я пытался исправить это в программе DaVinci Resolve, но я же начинающий, и, к сожалению, моих знаний не хватает, чтобы делать полноценную цветокоррекцию. Поэтому давайте уже здесь, в домашней обстановке, на моей любимой кухне, мы продолжим на том месте, где мы с вами остановились. Уже сейчас я понимаю, как бы хотел использовать этот набор. Это съемка говорящей головы, как это видео, съемка новостей компании, где я работаю, демонстрация новинок, которые только поступили для моих клиентов и партнеров. Это ведение блога, где я делюсь личным опытом. И, конечно же, распаковка каких-то интересных покупок, которые я использую в повседневной жизни и в своих увлечениях. Дома у меня есть специальная стойка на стол Ulanzi. Она позволяет удобно снимать распаковки с освещением, крупным планом. Я еще не до конца настроил этот сетап, так что об этом уже в отдельном видео. Напишите, кстати, в комментариях, интересна ли вам такая тема. После того, как отснят основной материал и дополнительные вставки, начинается монтаж. Все я собираю в программе DaVinci Resolve. Это абсолютно бесплатная программа. Ее просто можно скачать с официального сайта Blackmagic, установить на свой компьютер Mac или если у вас система Windows, и она реально открывает практически безграничные возможности по монтажу для самого начинающего видеоблогера. Я сам пока освоил только базовые вещи: нарезка видео, простые переходы, наложение дополнительных клипов B-roll. Это все. Но это минимальный набор, с которого можно начать. Понятно, что монтаж — это отдельная тема. И мне еще нужно потратить десятки часов, а может быть и дней, чтобы научиться делать видео более профессионально. Но важно, что весь этот комплект, который я собрал, позволяет снимать видео таким, каким вы видите его прямо сейчас на экране. Без сильных правок и коррекций. Вернее, вообще без правок и коррекций. Цвет, звук, качество картинки – все уже на высоком уровне, прямо, как говорится, из коробки. Это дает уверенность, что результат получится достойный, даже если вы только начинаете снимать. Конечно, в каждом новом ролике я вижу огромное количество недостатков и сразу же хочу их исправить. Часто я слышу от друзей: «Слушай, классный ролик, все здорово получилось». Но я реально пересматриваю отснятое видео и думаю, что это вообще за фигня такая? Это, кстати, отдельная тема, так называемый синдром самокритики, когда трудно признать свой результат хорошим, нормальным. На моем канале, кстати, есть подборка видео, где моя подруга Элина Бакалейник, профессиональный психолог, подробно разбирает такие ситуации. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Кстати, если вы только-только начинаете и не до конца еще понимаете некоторые термины в этом ролике, например, что такое A-roll или B-roll, напишите в комментариях. Я обязательно подробно расскажу языком новичка, что это такое и как с этим работать. Ну и напоследок, мне очень интересно, как бы вы собрали такой комплект под съемку роликов вне дома. Что бы точно взяли с собой, а что вы считаете лишним? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы обязательно это обсудим. И спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующем видео.